Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я расскажу вам об этом красавце. Это Realme C55. Меня зовут Саня, основной канал Польза.нет. И напоминаю, что данный смартфон реально приобрести, вначале вы видели в названии 10 тысяч рублей, и реально купить его новый за десятку. Как, где, что, почему, расскажу вам в конце ролика. По поводу всех блокировок, все, что вы можете найти на территории Российской Федерации, не купленное специально блогерами в 3 раза дороже, либо завезенное, заблокированное под других операторов, все будет работать исправно. У этого смартфона есть 90 Гц у экрана, у него нет шима, потому что это IPS, у него есть мини-джек, это очень круто, это значит, что у него не будет никакой задержки в играх. Плюс здесь есть Type-C, никакой вам капли обычно у ультрабюджетников, и в целом смартфон выглядит так же, как очень много от бренда Realme, ну и не только. Эти две блямбы были также в OnePlus 2V, который Ace, и он был только для Китая. Помимо этого и Realme 10 на него похож, и еще много чего. Но самое главное в этом смартфоне, что заметил я лично для себя, что раз у него нет никакого запаса по мощности, 2 у него в каком-то смысле просто ужасное железо внутри, но 3 он неплохо фотографирует, и в принципе, если с девайсом контактировать, чаще всего проблем с ним нет. Хотя у меня их было много. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в желтой коробке из плотного картона, что стандартно для Realme в данной ценовой категории. Пришла коробка целая, как и сам смартфон. Пакинг стандартный. В комплекте мы имеем силиконовый чехол, смартфон, наклеенную защитную пленку, краткое руководство, ключ для извлечения прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты и 1 microSD до 1 терабайта, блок питания на 33 ватта и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Весит смартфон стандартные 192 грамма, а размеры 165 на 76 на 8,2 мм без блока камер, а вместе с ним 10,3 мм. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 7 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Помимо этого еще Honor Magic 5 Ultimate я буду разыгрывать, но об этом я расскажу вам на стриме в ближайшее время. Подписывайтесь с колоколом, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там много всего интересного и полезного. Перейдем же к смартфону. Приобрести данный девайс можно в 2 вариантах расцветки. Это перламутровый и черный. Дизайн устройства своеобразный, тыльная часть матовая, а рядом с блоком камер есть глянцевая вставка. Материалы очень маркие. Рама и крышка выполнены из пластика, сборка, как и качество материалов, неплохое. Можно сказать, на свою стоимость. Официально заявленного стандарта защита от влаги и пыли, разумеется, нет. Грани прямые, в руке смартфон лежит в целом удобно. Использовать одной рукой его можно. Прямые грани не натирают из-за относительно небольшого веса. На корпусе расположена кнопка питания, качель регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны, динамики, ультрабум. Звучание здесь моно, к сожалению. В принципе, как и в Realme 10. Технология Real Sound с 4 предустановками на борту. Громкости по мне более чем достаточно, но суперзвука здесь точно нет. Bluetooth кодеков на борту достаточно, к примеру, есть 4 разновидности aptX кодека и даже кодека LDAC. Вибромотор на слабеньком таком уровне, можно отрегулировать сенсорный отклик, и это хорошо. Мини-джек в наличии, за что спасибо, а вот ИК-порта не завезли. И да, многие люди ими пользуются, этими ИК-портами. Смартфон оснащен IPS-дисплеем LCD на 6,72 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей, Full HD+. Полезная площадь экрана довольно приличная, 91,4%. Рамки не громадные, как и подбородок, но он есть. Плотность пикселей 392 ppi, пиковая яркость 680 нит, а на 100% яркости экран выдает 560 люксов, и для IPS-матрицы это очень хорошо. В солнечный день, конечно же, яркости будет мало, автояркость работает корректно, частота обновления экрана максимум 90 Гц. Также есть стандартный 60 Гц и авторежим. Тач на 180 Гц, скромненький, результаты теста на частоту дискретизации касания вы видите на экране, результат средний. Экран местами не откликается на 10 касаний одновременно, что странно. И многие скажут, что возможно это от перегрева, хотя опять же на улице было всего плюс 27. Многие напишут, что возможно это глюч от Antutu, но так у меня с другими смартфонами даже 3-го эшелона давно не было. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки и распознавания лица. Сканер, кстати, работает быстро. Зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца нельзя, но можно завести 5 других отпечатков, и это
хорошо. Распознавание лица срабатывает шустро даже под небольшими углами. Внести биометрические данные можно только одного лица, что стандартно. Процессор здесь ужасный. MediaTek Helio G88 с техпроцессом 12 нанометров с 8 ядрами, максимальная частота которого 2 ГГц. Графический процессор ARM Mali G52MC2, интерфейс Realme UI версии 4.0 на базе Android 13 версии. Интерфейс работает относительно плавно, но фризы встречаются. ПО добавили интересную анимацию мини-капсулы, которую можно заметить рядом с фронтальной камерой во время зарядки, и не только. В основном, благодаря этому его и пиарят. Но функционала от этого не прибавляется. Что касается памяти. Оперативная память здесь LPDDR4X доступна на выбор 6 или 8 ГБ. Виртуально расширить ОЗУ можно, но улучшения за счет такого расширения ОЗУ я не заметил. Так, к слову, обстоят дела не только с этим смартфоном. Внутренняя память типа UFS на выбор 128 или 256, имеется поддержка Wi-Fi 5 версии, поддержка 5G сетей отсутствует. На руках у меня русская версия смартфона, для 4G 7 и 20 бенд на борту, связь он ловит хорошо, датчики приближения работают без нареканий. Bluetooth версии 5.2, NFC модуль на 360 градусов на борту. MirPay встает без проблем. Из навигации на борту GPS, GLONASS, Galileo и Beidou. Напоминаю, что по отзывам MediaTek и по моим тестам работает хуже, чем Qualcomm в плане GPS-навигации, поэтому два раза думаем перед тем, как купить. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке смартфон выдал великолепные 13 часов 30 минут автономности, Work Performance 8661, C55 поддерживает быструю зарядку на 33 Вт и заряжается у меня смартфон, что очень странно, за 1 час 10 минут в среднем на 100%. Беспроводной зарядки, разумеется, нет, поедает за час просмотра видео на YouTube на максимальной яркости около 4%, в играх в среднем уходит 16%. Опять же в легких. В тот же обычный PUBG вы сможете играть, в New State он будет уже подфризивать. На больше он точно не рассчитан. Не про игры смартфон. Перейдем же к тестам. Тротлинг тест смартфон проходит со следующими результатами. 123 гипса минимально, максимально 157 и в среднем 140 гипсов на 100 потоках при 60 минутах. В Geekbench 6 в сингл-коре 429, в мультикоре 1430, 3D Mark показал Wildlife Extreme 189, Wildlife Stress Test 753, Wildlife Extreme Stress Test 192, Slingshot Extreme 1411 и Slingshot 1648. В Antutu устройство выдало 272 тысячи попугаев, Storage Test показал не лучшие 14898, для этого типа памяти, я бы сказал, они ужасные. Результат 45-минутного стресс-теста ничего хорошего не показал. Основной блок камер с тыльной части состоит из двух сенсоров и LED-вспышки. Основной модуль на 64 мегапикселя с технологией ProLight и дополнительным сенсором на 2 мегапикселя. Запись видео доступна с основного модуля в максимальном разрешении 1080p 60 fps. Фронтальный сенсор на 8 мегапикселей, находится он в верхней части экрана по центру в небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 fps. В стоке на смартфоне имеется большое количество режимов и всевозможных вспомогательных функций. Цифровая стабилизация изображения на борту, оптическая стабилизация, разумеется, отсутствует. Фотографии с основного сенсора получают достаточно качественные. Цветопередача на любителя, кому-то нравятся яркие, насыщенные, контрастные фото. Но, как по мне, цвета перекручены. Короткие примеры фото и видео вы сейчас увидите. Видео, и здесь можно включать X2, X5. Понятно, что это не оптический зум, а цифровой. Очень непривычно, что здесь нельзя довольно просто поменять разрешение. Ночная съемка фронталкой, и по ощущениям она чуть лучше, чем основная камера. Роллинг шаттер отсутствует. Основная камера, ночь, съемка в движении, встал и пробуем различить, что написано. На X5, кстати, можно и различить, видите? Все-таки для чего-то нужна цифровая стабилизация. За смартфон начинает ISO-шку менять для того, чтобы было что-то понятно. И в целом бюджетник, ультрабюджетник. Фронталки в тех же условиях. Особо его мучить смысла вообще нет. Красивые, ладно, правда, без сарказма. Снимает. Насчет тестирования в разных условиях, но не всем покупать флагманы. Опять же, фронталки плюс-минус ужасно снимают ночью. Так, разрешение видео максимум 1080p 60 fps. И если, допустим, поставить его смарт просто снимать, то с данным освещением может даже и неплохо. На штативе надо снимать. Фронталки максимальное разрешение для съемки 1080p 30 fps. Насколько хорошо, плохо, решать вам. Но я не скажу, что оно прям совсем ужасное. Хотя шумы по углам прям лютые.
1080p 30 fps. Освещения, в принципе, достаточно. C55, основная камера. И вот так, если вы будете миниатюрки всякие снимать, которые, в принципе, наверное, в каждом туристическом городе есть. Плюс-минус так это все будет выглядеть. Хочу отметить все это дело перед входом прям. Да-да-да. Догадываетесь откуда, правильно? Волгограду привет. Простая идея, но все очень классно реализовано. Да, Сидней тоже здесь. Ну и масштабненько. Масштабненько, много здесь всего. Очень. Немного фронталки, рассеянный свет максимально противный. Минусы: мало производительности, качество видеосъемки, мягко говоря, не радует. Нет ЭК-порта, моно, динамик, тоже печально. Нет поддержки 5G сетей. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Большинство железок я покупаю сам, поэтому все, что я вам рассказываю, это из разряда купил, протестировал, рассказал и продал. То есть довольно длительный период использования. Ну и резюмировать я, как всегда, хотел бы на камеру Realme C55. Первое, с чего бы хотелось начать. Если говорить о том, чтобы лучше купить Realme 10 либо Realme C55, открываем Авито и видим, что Realme C55 за 10 тысяч на момент издания ролика продается у 4 человек. Его и дешевле скидывали, и не только на Авито. Если вы берете в расчет, опять же, AliExpress по ссылке в описании, то во время распродажи он может стоить где-нибудь 11600, 11800, учитывая лютый курс, а курс сейчас лютый. Да, этот смартфон купило очень много людей, но когда мы говорим, что лучше купить Realme 10, на том же Авито дешевле 14 500 Realme 10 вы не найдете. А это все-таки разница в 50%. Теперь следующий момент по поводу блокировок. Как раз по поводу этого смартфона многие копипастили вот здесь вот надпись, что он был привезен из Великобритании, и после того, как он был привезен из Великобритании, он не работал в России, еще в некоторых странах, которые я понятия не имею, как он мог потом появиться там. Почему? Потому что там, когда размещали как раз фотографии о блокировок у Realme из Европы, было вот здесь сзади на шильдике на английском языке, что работать данный смартфон может только на территории, на которой он продается. На пальцах, те, кто не понимают, что такое техника, ее можно приобретать, допустим, заблокированную под какого-то оператора, Vodafone, Ulefone или еще что-то в США, в Европе, в Азии даже. Это будут контрактные смартфоны, они не будут у вас работать в других регионах с другими симками. Их перепрошивают. Также может быть лог не только от оператора, но в принципе от производителя. Следующий момент. Очень сложно представить, что человек покупает Realme 10 либо Realme C55 в 3 раза дороже. То есть, чтобы вы понимали, он у них стоит 30 тысяч рублей. Привезен в Россию и не работает. Ну, вопрос дня, почему не купить в той же России за 10 тысяч рублей? К чему это все? К тому, что у BBK, вот у меня iQOO, допустим, или Realme, есть проблемы блокировок. Проблемы блокировок для китайских версий смартфонов. Но если вы покупаете на Алиэкспрессе, потом либо вам шлют код Realme 10 Pro и Realme 10 Pro Plus, который у меня на руках, из Китая, был разблочен, собственно, продавцом, потому что он отвечает своей головой, и он, соответственно, тебе их разблокирует до того, как послал. Получаешь ты смартфон за те же деньги. Почему? Потому что в данной ситуации русская версия этого смартфона стоила столько же, сколько и китайская, просто китайская я купил раньше. Кто-то умудрялся на других платформах купить данные смартфоны, их не разблокировали, там непонятно какой возврат на данный момент. Можете в моей личной телеге посмотреть, что там за история. Я вам рассказываю только про либо русские версии смартфонов, либо китайские версии с Алиэкспресса, где продавец будет трястись, чтобы на него не наложили штраф. К чему это все? К тому, что техника летом практически никогда никому не нужна. И любую информацию, которую вы получаете из внешних источников, проверяйте. Также желательно изучайте английский язык, если вы контактируете с электронными устройствами, потому что без него прямым текстом вас могут держать за идиотов. Повторяюсь, глобальная версия Realme GT3 50 тысяч рублей на Али стоила, сейчас уже дороже чуть-чуть.
в наших магазинах 69, это дело того не стоит. Он был у меня как Realme GT Neo 5, такая же железка, притом более стабильная по работе. В тестировании долгое время я его перешивал на GT3, и она на тот момент стоила до 30 тысяч рублей. А по поводу бюджетников, пишите в комментах, делать ли еще подобные обзоры. Почему? Потому что у меня их скопилось много, мне есть что сказать. В принципе, я отфоткал на него достаточное количество материала, чтобы сделать вывод, что фотографирует он нормально. Видео, как вы видите, у него ужасно. Если вы смогли посмотреть весь этот кусок, огромное вам спасибо. Знаете, вы безумно помогаете проекту. Работает он тормознуто, но за эти деньги, за 10 тысяч, лучше вы не купите. Это факт. Телефон без запаса. То есть эта штука внешне как среднебюджетник, но по факту это ультрабюджетник со всеми присутствующими тормозами. То есть вы можете купить смарт какой-нибудь А2 плюс за 6 тысяч, и вы получите примерно такую же тормознутую систему, но похуже модуль камеры, похуже оболочка, чуть больше будет тормозить, но особой разницы вы и не почувствуете. Девайсу от меня за 10 тысяч однозначное да. Техника — это всегда интересная штука. Добра и удачи вам, дорогие друзья.